В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем очередное здравствуйте. И мы снова в этом баннере яда. Мы снова будем крутить. Единственное отличие, что я нахожусь не на своем аккаунте. Товарищ Вячеслав любезно предоставил аккаунт и сказал: крути, и не меньше 4 вот этих вот мне достань. Я сказал: хорошо, достану. А затем тихо добавил: но это не точно. Такой маленький шрифт в договоре. Не, ну на самом деле Вячеслав от меня ничего не требовал, сказал: крути как получится. Ну, сделаю, что смогу. Постараюсь выбить как можно больше. Было бы неплохо здесь уже добрать, допустим, ловкача, а ее взять до гаранта. Надеюсь, здесь мне повезет больше. Тем более аккаунт здесь, я так понимаю, заряжен посильнее. На удачу Вячеслав уже сделал 10 призывов, и у него здесь Twitch уже выпал. То есть старт такой дан горячий. Но я все-таки прочитаю ее биографию, пока буду заниматься призывами. Итак, погнали. Когда Серпентемис появилась в святилище конца невредимой, все взгляды устремились на нее. Шарлок хрипло рассмеялся. Хе-хе-хе, ты действительно вернулась оттуда живой? Я думал, у тебя есть лишь коварные планы, но нет способностей. Вдруг лицо Шарлока неестественно дернулось, словно грязные слова превратились в острые косточки и застряли в горле. А здесь у нас застряла в горле Еталея. Из воротника Шарлока выползла холодная ядовитая змея и, шипя, прошептала ему на ухо: «Замолкни, старик, подметающий пол мантией и воображающий себя таинственным. Замолкни! Как ты смеешь? Именно, я вернулась, перепиши то, что не успел сказать, в 10 тысяч поэм, восхваляющих меня». Серпентемис раскинула руки, медленно кружась и не сводя глаз с Шарлока. Присутствующие смотрели на ее покрытую чешуей кожу и змеиного духа, некогда принадлежавшего повелителю плана интриг, и уже знали ответ. Тысячи змей, словно лозы, оплели разум Серпентемис. Чужое сознание, совершенно ей не принадлежащее, управляло ее разумом из-за пределов материального плана. Она в безумии схватила ближайшего слугу и свернула ему шею, пытаясь криком жертвы разбудить себя. Тщетно, все тщетно. Ну и у нас в баннере все тщетно, видим, что здесь у нас Викана. Ну, конечно, когда-нибудь пригодится, но, наверное, не скоро. Посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, надеюсь, я ошибаюсь. Серпентемис рухнула на колени рядом со свежим трупом, а змеиный дух с наслаждением высасывал костный мозг мертвеца. Ты, я не твоя рабыня. Серпентемис с яростью посмотрела на змею, но тут же улыбнулась. Ладно, милашка, в следующий раз держи себя в руках, иначе я отрублю тебе голову. Змея обвелась вокруг ее тела. Не кипятись, разве нам не суждено быть вместе? Наш господин вернется. Когда-то Серпентемис разделяла эту веру с Шарлоком, даже готовая пожертвовать жизнью и шагнуть в неизвестный план интриг. Но когда дитя хаоса замолчало, вера начала рассеиваться. Может, нам нужны перемены? Серпентемис откинулась на спинку холодного каменного трона. Змея свернулась на ее плече. Она закрыла глаза, но голос извне не умолкал. А здесь у нас подал голос Дуранго. Это у нас первая копия, и это замечательно. Человек хаотичный, добрый. Просто наваляет вам немножечко своими вот этими культяпками. Ну вот так вот, это уже хорошо. То есть Twitch, Викана и Дуранго у нас упали. Ну, команда, в принципе, в сборе. Но, конечно, было бы неплохо еще добавить в нее ловкача. Итак, продолжим. Остановились на том, что змея свернулась на ее плече. Она закрыла глаза, но голос извне не умолкал. И это у нас, кстати, 180-й призыв. Ферензул и остальные тоже так думают. 6 жрецов, посланных пенультимы в другие планы, пришли к согласию. С тех пор в рядах культа появилась трещина. Заговор сгущался, как черная мгла. Становясь все отчетливее, грядет конец. Рождается новый бог. Ну вот такая вот история у нашей повелительницы змей. Оказывается, что не совсем уж она повелительница, а та сущность, которая ею овладела. Ну и в режиме сопротивления она будет помогать нам наносить очень неплохой урон. Итак, следующая легендарка. Что же? К сожалению, только одна. Но пускай одна, но будет нет. Но только не Грибан. Да, Талвер. Ну куда ж без него на самом деле?
Эх, Талвер, наш вечный спутник. И его братишки-близнецы. 250 призывов, осталось еще 5. Ничем я, видимо, не порадую Вячеслава, к сожалению. Ну, вот такая вот у меня тяжеленькая рука. Тяжеленькая на призыв. Ни себе не накрутил. Не, ну, кстати, по количеству, да, тут, во-первых, команда яда собралась, что уже неплохо. Во-вторых, по количеству вполне себе нормально. Хотя там и по гаранту были, опять же, Агок упал, у меня один Агок упал, и здесь один Агок упал. Неплохо, почему нет? И сколько у нас призывов осталось? Еще 2. Не знаю, надо будет докручивать, либо нет. Я, наверное... Ух ты, ничего себе. Лигопад. Лигопадище. Так, снова одна. И снова Викана. Жаль, что Викана. На самом деле было много шансов, да, на то, что упадет эксклюзивка. Да что ж такое? 3 подряд. Ну хотя бы так, вы знаете. Уже положительное впечатление от баннера. Во-первых, много легендарок. Во-вторых, не пришлось докручивать. Это у нас Данелла. Ой, если бы не ее стрижка прикольная, ой, она бы меня раздражала сильнее гораздо. А так, вполне себе нормально. Чисто за стрижку я ей все прощаю. Прикольно, потому что... Ну, как-то вот так вот, как-то вот так вот. Кстати, проблемы выбора у нас здесь не случилось. То есть, что если упадет она до гаранта, что же выбрать? Нет, нету выпадения до гаранта, нету проблем. Просто забираем ее, и все у нас будет, я надеюсь, замечательно. И здесь у нас команда яда вот в таком состоянии. Правда, добавилось несколько пробуждений. Тут у нас их уже 4, то есть были еще и до этого. Twitch у нас уже 2 копии. Гиталея 3. И Дуранго 1. Ну, с Дуранго, кстати, повезло, потому что он на самом деле вот очень ей нужен, так как он на старте накидывает яд сразу со старта боя. Это очень важно, допустим, на той же арене. Потому что она за счет своей пассивки начинает сразу уже урон наносить, а потом еще и боевым добивает. Ну и с помощью таланта делает это более качественно. Плюс ко всему, здесь у Дуранго второе пробуждение, которое повышает шанс срабатывания эффекта пассивного навыка на 15%, а пассивный навык у него здесь существует 40% плюс 10, да, шанс наложения однократного ослабления яда. Ну а чем больше ядов, тем, соответственно, больше урона. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.